I'm gonna live, 'cause I'm done surviving, and I'm creating this moment. В начале этой зимы я летала к себе на родину. Это место, где я провела свое детство, где растут мои корни. Здесь, в тени старых деревьев и на просторах бескрайних полей, скрыты мои самые дорогие воспоминания. Сегодня я хочу поделиться с вами этим местом, показать, как простые, но важные моменты могут напомнить нам о том, что по-настоящему важно. Каждое утро в доме у бабушки начинается с чашки чая и яичницы, которую я пожарила в сковородке. А ее, кстати, своими руками когда-то сделал мой дедушка. Like I haven't run before, and I'm gonna scream from the top of my lungs, hey, and I want the truth, 'cause I wanna grow. Раньше мне казалось это простым обычаем, но сейчас в этом есть что-то особенное для меня. Этот момент тишины и уединения, когда мир только начинает просыпаться, и повсюду в доме царит чувство заботы и любви. Иногда самые простые моменты становятся самыми ценными. Тихим, спокойным вечером мы с родными решили приготовить вместе пиццу. В готовке все кажется особенным, когда делаешь это не в спешке, а с удовольствием. Аромат, заполняющий кухню, зовет всех к столу. Время замедляется. Горячий кусочек тянется расплавленным сыром, а разговоры продолжаются без спешки и с теплом. Такие простые радости, вкусные, теплые и настоящие. Я жила в своем родном поселке до 18 лет, и я часто гуляла по берегу Волги после школы и рассуждала о жизни, о будущем. Смотрела на розовые закаты, устраивала пикники с видом на речку. Это место, где я выросла, всегда будет частью меня. Эти уголки помнят каждый мой шаг, каждую улыбку и каждый момент радости. Когда я хотела найти ответ на какой-либо вопрос, всегда шла к берегу Волги и внутри себя получала нужные ответы. Сейчас же я чувствую, что это место для меня по-прежнему имеет силу. И я рада, что имею возможность бывать здесь хоть иногда и получать все важные ответы. All within. Oh, Lord.
знаете, хоть сейчас дует очень сильный ветер, и я сижу в такой красоте прямо на берегу Волги, пью чай, но несмотря на это, меня греют шерстяные перчатки, и меня греет вообще мысль о том, что я нахожусь в такой красоте в своем родном месте. И я действительно скучаю по этому месту. Это место моей силы. Я безумно рада и счастлива быть здесь сейчас. В детстве я ходила вместе с дедушкой пасти коз в местный лесочек. Мы пробирались сквозь деревья, рассматривали следы животных и слушали звуки природы. Мы брали с собой конфетки, бутерброды с колбасой, компот. Иногда конфетки дарил мне дедушка и говорил: «Это лисичка принесла», а я верила в эту добрую сказку. Мы сидели с ним на природе, слушали пение птиц и поедали вкусности. Дедушка привил мне сильную любовь к природе. Его уже нет с нами почти 3 года, но он всегда рядом со мной, у меня в сердце. Сейчас я нахожусь посреди березового леса, и идет крупный снег. Это какое-то невероятное чудо природы. И просто ловлю момент, гуляю и снимаю кадры на память. До 18 лет я часто ходила гулять одна по родному поселку, и мне очень нравилось бродить по атмосферному парку недалеко от нашего дома. Именно там и прошло мое детство. Я строила шалаш с ребятами, играла в снежки, бадминтон, каталась на коньках. Зима – это самое волшебное время года для меня. Из-за пушистого снега и свежего морозного воздуха, темных вечеров, согревающего пряного чая после прогулки в лесу, зима ненадолго возвращает нас в детство, напоминая о том, что действительно важно. В этой поездке я очень много времени старалась проводить с моими родными людьми. Пора возвращаться, но сердце остается здесь, в этих знакомых пейзажах, улыбках родных, тихих улицах, где прошли мои детские годы. Дорога назад всегда кажется чуть длиннее, словно дает время осознать, как много значат такие моменты. Но я знаю, я еще вернусь, потому что есть места, которые всегда будут домом.